Вы вправе не согласиться со мной по теме этого ролика и все, что я сегодня скажу, и вы можете об этом высказываться в комментариях, так же, как вы можете поставить по итогу лайк данному ролику и помочь в его распространении, если вы будете согласны. Когда вчера я гулял ночью после матча Россия и Египет по Твери, я увидел множество людей, которые радостно бегали с флагами и кричали «Россия!». Они были в хлам ужраны, но это были типичные избиратели, которые на избирательные участки ходят, так сказать, и голосуют куда надо. И вот это вот пьяное, огромнейшее стадо бегало всюду, кричало «Россия!», пело патриотические песни, и все было хорошо, ведь Россия действительно выиграла Египет. Но тем не менее, я вообще не считаю, что Россия хотя бы что-то выиграла в данном чемпионате мира. И вот почему. Для начала, конечно, подготовка к чемпионату. Все мы знаем, все мы видели это чудовищное мероприятие по вывозу бездомных людей с зон, где будет проводиться чемпионат мира. Все мы видели интервью бомжей, которым говорили, прям так говорили: вы можете здесь не сидеть, вас один хрен увезут. Ну, я услышал такое, что с вокзала уже вывозят до Челябинска. Представляешь? Прям в Челябинске там, что ли, загружают? По Челябинску. Нет, у нас на вокзале собирают Автобус. и в ту сторону. Че, а там-то их куда? В центр какой-то? Да, По знает куда. центрам, вот как там, И так уже было, так в других странах, наверное, тоже практикуется. Однако, а на кой хрен мне другие страны, если я здесь вижу, что бездомных людей, у которых есть свой дом где-то там, знаете, в канализации теплое оборудованное место, а они не просто бродяжничают, у них всегда есть какой-то такой вот домик, я бы сказал, не знаю, квартирка маленькая. И всех их нафиг отсюда выкинули только ради того, чтобы показать иностранцам, что у нас чистая и прекрасная родина без бомжей. То есть мы все живем очень хорошо. Второй момент при подготовке к чемпионату мира — это, конечно же, здания, которые заделывались вот так вот. Это делалось не ради россиян, знаете, это делалось, чтобы журналисты и болельщики, которые приедут из других стран, все они видели, какая прекрасная и цветущая Россия. Правда, единственное, что я не понимаю, ведь с какой стороны ни посмотри, ты будешь видеть твердо, что там висит какое-то полотно. И я не видел таких зданий, которые заделаны так, что это незаметно сделано. И любой нормальный, вменяемый человек, который идет мимо подобных домов, он понимает, что перед ним не настоящий дом, и сзади какая-то хрень разваленная стоит, а здесь вот плакат такой висит с гордостью такой прекрасной. И это, между прочим, во всем, во всех российских действиях, во всей российской политике проявляется, во всей ее показушности чемпионата. Мы видим только вот так вот прекраснейший плакат, который нам очень нравится. И мы понимаем, что он не настоящий, за ним что-то действительно страшное скрыто. Это натянутая на металлическую раму сетка или виниловый баннер с изображением здания, хотя по желанию заказчика это может быть в принципе любая картина. В Самаре чаще всего используют именно сетки, потому что они банально дешевле и долговечнее. Хотя их основная функция временно закрывать здания на реконструкции или во время строительства, у нас в городе они годами закрывают лень администрации и дыры в бюджете. Третье, что хотелось бы сказать по поводу подготовки, это множество стадионов и аэропортов, которые построили. И если последний еще будет востребован, и людям действительно порой неоткуда улететь, потому что все рейсы забиты, то что касается стадионов, когда я приезжал в Нижний Новгород, мне еще тогда таксист рассказал вот эту историю, что у них каждый какое-то крупное мероприятие, вот не буду говорить, что чемпионат мира, естественно, потому что я не шарю за это, но тем не менее у них раз в сколько-то лет строили новый стадион, и раз в эти же, вот в этот промежуток этот стадион нахрен забрасывался. И здесь будет то же самое. Мы, внимание, вот сейчас очень важная цифра, 14 миллиардов долларов мы потратили на данный чемпионат. Мы, как обычно, вот я не понимаю, что у России за странная тема с рекордами. Мы опять побили мировой рекорд потратить денег на какое-то мероприятие. 14 миллиардов долларов. Специально залез в Википедию, специально посмотрел три последние маленькие какие-то страны. У них, блядь, бюджет годовой вот на эту сумму. Страны очень маленькие. Но есть же такие страны, в которых годовой бюджет равен тому, что Россия просто спустила на вот этот вот непонятный чемпионат. Я решил совсем чуточку подсчитать для вас, для того, чтобы вам стало немного понятнее.
Итак, 14 миллиардов долларов – это 210 тысяч двухкомнатных квартир в региональных центрах для людей, которые не обеспечены жильем, а таких в России крайне много, потому как даже если ты где-то живешь, то не факт, что это жилье вообще пригодно для жилья. И я вам уже однажды показывал один из тверских домов, где люди действительно живут, а у них там стены из фанеры сделаны самодельные, просто коридор отделан под жилплощадь, и там живут. И администрация Твери считает, что это нормально. Более 4000 новых школ на эти деньги можно построить. Зачем нам новые школы? Правильно, у нас же хватает. Не очень хватает, кстати говоря, потому что сельские школы загибаются, а в городских переполнение постоянное. Порядка 4500 детских садов, а на детские сады каждая женщина жалуется, что места в детском саду нет для ее ребенка. Это стопроцентный факт. Еще до того, как ты начинаешь планировать ребенка, ты уже ищешь место в детском саду, потому что не хватает вообще этого. И своими овациями данному мероприятию вы фактически аплодируете тому, что вы лишили себя данных мест. Потому как потом скажут, что денег нет. Но вы-то должны держаться, помните об этом. 840 тысяч приютов для ваших любимых животных может быть на год оплачено. У нас даже 840 тысяч в России нет приютов, я уверен. Но, тем не менее, на год. Или 20 тысяч рублей единовременная выплата каждому пенсионеру в России. Каждому. Их 40 с чем-то миллионов. Я бы хотел еще посчитать, конечно, сколько больных можно было бы вылечить, но не нашел статистики приблизительной по лечению. Видимо, индивидуально ко всему это дело подходится и сложно весьма. Такие дела. Спасибо за чемпионат. Так вот, все эти стадионы, они просто забрасываются. И я когда в Нижнем Новгороде гулял, мне показывали, что вот новый стадион, здравствуйте, вот посмотрите, стоит. А вон там, блядь, на другом берегу стоит точно такой же, поменьше и заброшенный, нафиг никому не нужный. И популяризации спорта никакого, естественно, не произойдет, как все думают. И как все вот уповают на то, что мы настроили стадионов, и раз, и все будут резко играть в футбол. Да ни хрена такого не будет. У нас достаточно стадионов и так, я вам серьезно говорю. Вот спортплощадки хотя бы где-нибудь, знаете, не в центре районных городов, а на окраинах строить, это было бы востребовано. Куда это потом денется? Никуда. И здесь мы подходим к такой теме, как самоокупаемость. Соответственно, когда другие страны строят какие-то огромнейшие здания и вложения, капиталовложения делают, в подобные мероприятия, они всегда рассчитывают на то, что данные здания потом будут функционировать. И именно за счет этого страны окупят свои вливания. 14 миллиардов долларов мы нахер просто просрали, это 100%. Поскольку все эти здания нафиг никому не нужны будут потом. А за один вот этот вот промежуток времени мы просто никогда не сможем заработать 14 миллиардов долларов. Поэтому мы заранее в убыток себе сработали. Я, конечно, понимаю, что везде пишут, что ой, большинство чемпионатов и олимпиад это всегда убыток для стран, какой-то престиж. Но умные-то люди, они всегда подумают и захотят сделать так, чтобы это хотя бы в ноль вышло. Здесь никто в ноль не хотел делать, по всей видимости. Многие местные жители недовольны многочисленными пустующими новостройками. Они не оправдали надежд инвесторов и даже спустя год после Олимпиады все еще ищут покупателей. Квартиры, если приобретаются, то в качестве вложения на будущее. Там никто не живет. Кстати, я же есть в Инстаграме, и я делаю там фоточки вот такие. Обязательно зайди, подпишись. Ссылка в описании. Дальше к проблемам житейских людей, конечно же, на время чемпионата. Это потрясающе. Итак, каждому болельщику каким-то образом, я не знаю, платно или бесплатно, я так и не дошел до того момента, тем не менее выдавали футбольный паспорт. Обладателям футбольных билетов выдают футбольный паспорт, паспорт болельщика, который предполагает различные прекрасные фишечки, в том числе бесплатный проезд на общественном транспорте. И здесь мы подходим к опять вот той вот самой стене, красивой, точнее, вывеске, где за ней разрушенный дом. Сидел я недавно с другом в машине, и девушка говорила, она учится в Бежецке, и, точнее, учится в Ярославле, а из Бежецка ездит туда на поезд. И аккурат перед чемпионатом мира билеты, блядь, в 2 раза просто подорожали, с 250 рублей до 500 рублей.
А знаете для чего? А для того, чтобы иностранцы могли бесплатно кататься на этом общественном транспорте, славя Россию как великую страну. А за счет кого? За счет простых жителей, за счет студентов, блядь. И вот это самое отвратительное, потому как они не ущемляют класс богатых, а студентов, ну, у студентов и так никогда денег нет. Еще что касается студентов, давайте подумаем, сравним чемпионат мира по футболу и систему образования, которая у нас есть. Она и так у нас шаткая, да, но тем не менее. Нижний Новгород снова. Приезжаю, собственно говоря, встречаюсь со своими подписчиками, и они мне рассказывают о том, как у них выселяют нафиг из общежитий, диплом сдают за несколько там, за месяц, что ли, короче, раньше, ну, за 3-4 недели, в общем. Раньше только для того, чтобы нафиг выселить студентов из общежития, чтобы что сделать? Правильно, чтобы из общежития сделать гостиницу и наварить побольше денег с приезжих, которые приедут болеть на чемпионат мира. Это отвратительно, это показатель отношения к собственной нации. Они хотят сделать Россию прекрасной для всех, для того, чтобы множество журналистов и множество корреспондентов писали о том, как в России хорошо. И по Первому каналу просто не переставая интервью дают с этими болельщиками, которые восторгаются Россией. Как же здесь прекрасно, как же здесь отлично. А это значит, что они достигли того результата. Огромный поцелуй россиянам от бразильцев. Вы фантастические. Я приехал вчера, и у меня такое чувство, что я всю жизнь хотел здесь оказаться. И я надеюсь, что будут корреспонденты, которые посмотрят в корень проблемы и увидят, что здесь не так все хорошо. А теперь я кое-что вам сравнение такое классное дам. На Втором канале я уже рассказывал о том, как я смотрел цикл исторических передач про Германию и 1930 год, Олимпиада, так сказать, в Третьем рейхе. Фюрер сделал все для того, чтобы не увидели, что действительно творится в стране. И у него это получилось. Лишь единицы журналистов заметили, что-то ужасное происходит на данной территории. А все остальные рукоплескали Третьему рейху за устройство, за то, что это великая нация. И невольно проводишь какие-то параллели о том, как вот все это у нас вот делается и как у нас все это пытается подаваться. Ну и, конечно же, не стоит забывать о законах, которые идут аккурат в чемпионат мира. Они принимаются, по телевизору про них что-то говорят, но людям пофиг, они отвлечены очень сильно на такое огромнейшее мероприятие. Пенсионный возраст повысили, сейчас еще что-нибудь сделают, и никто этого не замечает. И все ходят по улицам и радуются с флагами, радуются победам. А чему вы радуетесь? Это, по-вашему, победы? А какой ценой эти победы сделаны? И что вы еще готовы из собственного счастья отдать для престижа Родины? Данный чемпионат не для России сделан, он сделан для всего мира, чтобы показать, кто и я. А внутри осталось огромнейшее количество проблем. Брать в кризис чемпионат мира – это просто идиотизм и пустая трата денег. Нужно не престиж в глазах других стран поднимать, нужно в собственные, внутри, так сказать, убраться и сделать все по уму. Но никому это не надо, потому что наша цель — это показушничать, знаете, как индюк, который вот так вот веер развеет и ходит, смотрите, какой я красивый. А внутри у него рак. На этом я закончу. Спасибо за просмотр. Надеюсь, вы поставили лайк, написали свой комментарий. Можете не соглашаться в комментариях, пожалуйста. Можете орать мне о том, что ты не прав. Я с удовольствием все это прочитаю и всем отвечу.